Ты пропустила важный знак, касающийся твоего здоровья. Но я собираюсь сейчас к этому обратиться. Ты видишь это не случайно, дитя. Тебя привели сюда, потому что что-то священное внутри тебя взывает. Твое тело говорило. Сначала тихо, потом все громче. И все громче. Но мир заставил тебя замолчать, отвлек, парализовал. И поэтому мне пришлось позвать тебя сюда, потому что ты пропустила предупреждение. Да, ты пропустила. Усталость, которая не проходит после отдыха. Тяжесть, которая скапливается внизу живота, словно тихая буря, тяжелая, медленная, тревожная. Боль в спине, от которой ты не обращаешь внимания. Туман в голове, который ты оправдываешь. Твой метаболизм меняется, дитя. Твой организм замедляется. Но послушай меня внимательно, ваш дух не угасает, нет. Твой дух пробуждается. Внутри тебя происходит нечто мощное, и то, что когда-то было скрыто во тьме, вот-вот выйдет на свет. Есть чудо проходит сквозь твое тело даже сейчас, даже в этот момент, даже когда ты слышишь эти слова. Не отворачивайся. Это не развлечение. Это не совпадение. Это Божий призыв к твоему сердцу, божественное личное приглашение. Потому что это выходит далеко за рамки вашего физического здоровья. Это затрагивает корень, источник, невидимый завет, что ты забыл, но я никогда не забывала. Вы чувствуете усталость, вздутие живота, беспокойный сон, странное напряжение под ребрами. Вы чувствуете замедленность, словно ваше тело больше не отвечает на ваши молитвы, ваши усилия, ваши крики. Но, дитя мое, я услышал твою молитву, я видел безмолвные слезы по ночам, когда ты думал, что никто не видит. Я был там. Я являюсь здесь. Дисбаланс, который вы чувствуете, не только гормональный, духовный, дело не только в весе, ранимость, но сегодня я стремлюсь в это место. Да, в это нижнее место, где покоятся ваши органы, где спит ваше творчество, где ваше наследство было похоронено, это место стыда, молчания, подавления. И там я открываю путь к преображению. Не уходите. Не прокручивайте. Потому что то, что я собираюсь сказать в ближайшие несколько минут, раскрыт ключ, вы молились. Но сначала вы должны прислушаться всем сердцем. Ваш физический дискомфорт не случайен. Он связан с вашим божественной идентичностью, нападение на ваше тело – это попытка врага прервать ваше существование, избыток перед урожаем, он хочет убедить вас, что задержка необратима. Но я говорю вам сейчас, это не так. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы в одном шаге от священного поворотного момента. Вы стоите на пороге чуда. Не просто исцеление вашего тела, но и восстановление веры, энергия, богатства и зрения. Вы больше не просто выживете. Вы будете процветать. Вы будете процветать. Вы будете ходить в благословение. Я задумал тебя прежде создания мира. Но слушайте. Не все примут это слово. Потому что не все готовы услышать то, что я открою. Есть скрытая правда, я собираюсь раскрыть тайну, но это для тех, кто остается. Для тех, кто ищет. Для тех, кто сказал в тишине своей души: «Боже, если ты все еще со мной, поговори со мной сейчас». Вот этот момент. И если вы чувствуете тяжесть в груди, волнение в духе, легкое жжение в животе, это я. Это мое присутствие, подтверждающее завет я сделал с тобой. Враг пытался отрезать тебя, благословений, несмотря на усталость, болезни, задержки. Но мое обещание не истекло. Ты все еще выбранное судно. Ты все еще тот, кому я звонил.
Но прежде чем я расскажу вам, что будет дальше, вы должны понять следующее. Все, что разрушалось, теперь снова раскрывается. И то, что было скрыто в вашем теле, вот-вот проявится в вашей судьбе. Так что оставайтесь. Оставайтесь до конца. Потому что грядущее откровение все изменит. Я вижу, как ты справляешься. Как ты научилась сидеть по-другому, чтобы снять напряжение в пояснице. Я вижу, как ты пьешь больше воды, надеясь, что усталость уйдет. Я вижу, как ты пробуешь новые привычки, новые диеты, новые графики, но, похоже, ничего не меняется. Я вижу, как ты приняла вздутие живота как нечто само собой разумеющееся. Ты уже даже не понимаешь, что происходит. Ты начала говорить себе: может быть, это просто старение. Может быть, я просто устал. Может быть, это нормально. Но я, Господь, Бог твой, я недоволен тем, как ты справляешься. Я никогда не звал тебя, чтобы справиться с болью. Я никогда не звал тебя, чтобы пережить бурю. Я звал тебя, чтобы командовать этим. Вы стараетесь уменьшить себя, чтобы соответствовать диагнозу своего прошлого, но я вижу, правда, это написано глубже в твоей душе. И пришло время и тебе это увидеть. Дитя, я вижу то, что ты скрываешь. Я вижу то, о чем тебе не говорят даже твои врачи. Я вижу воспаление, давящее на твою пищеварительную систему. Я вижу тяжесть в твоей крови. Я вижу напряжение в твоей шее от многих лет переутомления, переосмысления и недостатка отдыха. Я вижу темные круги под глазами, которые ты скрываешь под макияжем. Я вижу необъяснимые головные боли, медленное заживление, гормональный дисбаланс. Ты приняла симптомы, но я не создал твой храм для дисфункции. Я создал его для власти, для благословения, для избыток. Ты не сломлена, дитя. Ты сломлена, точка вне ритма. Ваше тело – это судно, священное вместилище моей славы. И когда твой ритм прерывается, твое благословение задерживается. Но послушай меня сейчас, это не наказание. Это сигнал, ваше тело посылало сообщение, которое ваш разум больше не мог перевести. Но теперь я перевожу их для вас. Я говорю не только с вашими ушами, но и с вашими клетками. Я обращаюсь к слизистой оболочке вашего кишечника. Я обращаюсь к стенкам вашего желудка. Я обращаюсь к вашим надпочечникам и щитовидной железе. Я обращаюсь к вашей печени, почкам, поджелудочной железе. Я обращаюсь к каждому органу, который трудился в условиях стресса, давления, в духовной борьбе. И я говорю: быть восстановлены. Но сначала мне нужно твое полное внимание. Ты был полусонным в своей жизни. Ты жил так, словно твои сны больше не имели значения. Ты научился жить в дисфункции. Ты стал мастерски скрывать то, что причиняет боль. И поэтому я пришел не для того, чтобы утешить, а чтобы вызывать. Я призываю тебя выйти из шаблонов, которые нормализовали твое онемение. Я призываю тебя выйти из лжи, которая говорит: это лучшее, что может быть. Я призываю тебя из стыда, который говорит: это твоя вина. Нет. Этот стыд не от меня. Этот стыд не твой удел. Я говорю не в стыде, а в правде, и истина устанавливает вас бесплатно. А правда такова: вы созданы для большего. Ты не был создан, чтобы подгонять свои сны под болезнь. Ты не был создан, чтобы подгонять свою веру под усталость. Я вижу, как ты подгонял свои ожидания. Ты больше не молишься смело. Ты больше не ревностно веришь. Ты просишь лишь достаточно сил, чтобы прожить день, но я, Бог переполнения, я не Бог достаточного.
Ябоги избыток, из урожай, из чуда размером проявления. Слушайте внимательно. То, что вы назвали усталостью, на самом деле духовная война. То, что вы назвали нормальным стрессом, на самом деле саботаж вашей судьбы. В этом году вам предназначалось войти в дверь, но ваше тело оказалось в осаде, а ваш дух был слишком обременен, чтобы постучать. Я вижу тебя, дитя. Вижу, как ты лежишь в постели и пытаешься оттянуть боль. Вижу, как ты отменяешь планы, потому что сил уже нет. Вижу, как ты думаешь, неужели теперь моя жизнь будет такой? Вижу, как ты улыбаешься на людях, а наедине с собой теряешь самообладание. И я говорю тебе сейчас, больше не надо. Больше никакой тишины в твоем духе. Больше никакой необходимости прятаться от своего исцеления. Больше никакой необходимости довольствоваться небольшими прорывами. Я не бог дробей. Я бог полная реставрация. Тебе было суждено светиться, а не просто выполнять какие-то действия. Тебе было суждено нести огонь, а не усталость. Тебе было суждено, хозяин, мое присутствие, а не просто нести тяготы. И я знаю, это очень тяжело принять. Ты так долго была в оцепенении, что даже представить себе не можешь, каково это быть цельным. Но цельность – это не фантазия, дитя. Это твое наследование. И я приглашаю вас сделать первый шаг к этому прямо сейчас. Но должен предупредить. Это будет неприятно. Трансформация никогда не бывает комфортной. Вот почему многие останавливаются на совладании. Но ты не будет. Потому что ты не средний. Ты выбран, и я выбрал тебя еще до того, как ты почувствовал эту боль. Я выбрал тебя, зная, как тебе тяжело. Я выбрал тебя, Олечка, потому что я знала, что ты скажешь «да», даже когда тебе было страшно. И ты это сделал. Ты сказал «да» просмотру этого видео. Ты сказал «да» этой божественной встрече. И теперь я говорю «да, ты». Но послушай меня, это не конец. Это начало. И если ты останешься со мной, если ты останешься до конца этого сообщения, я открою тибеточный сдвиг ваше тело, секрет священный ритм, который мало кто понимает, но который откроет новый поток в вашей системе перепрограммирования вашего храма. А сверхъестественное выравнивание которой переместит вас от симптома к решению, от выживания к выздоровлению, от истощения до переполнения. Знаю, нелегко слышать эти слова. Враг научил тебя не доверять надежде. Закатывать глаза при малейшей возможности. Но, дитя мое, это не шумиха. Это свято. Это твой момент. Это ваш поворотный момент. Так что если что-то внутри вас поднимается, если грудь сдавливает, дыхание становится учащенным, сердце бьется чаще, это не страх. Это подтверждение. Это мой дух свидетельствует твоему духу, что это слово для тебя. И прямо сейчас я прошу воздействовать и вере. Если это сообщение резонирует с вами, если вы знаете в глубине души, что я говорю непосредственно о вашем состоянии, вашей боли, вашем сезоне, я хочу, чтобы вы нравится это видео прямо сейчас. Да, остановитесь и сделайте это прямо сейчас. Потому что речь идет не об алгоритмах. Речь идет о соглашении. Вы не просто ставите лайк под видео. Вы ставите лайк, да, в атмосфере. Вы говорите: «Боже, я согласен с тем, что ты говоришь мне». И после того, как вам это понравится, я хочу, чтобы вы комментарии ниже с заявлением. Напишите: «Мое исцеление начинается сейчас», произнесите это. Напечатайте это. Провозгласите это. Потому что вера, которая не активирована, остается спящей. Но когда вы говорите это,
что-то в духовном мире начинает меняться. И услышь меня ясно, эти изменения касаются не только вашего тела. Это для ваших финансов. Это для твоей семьи. Это для вашего будущего. Потому что то, что происходит в нижней части вашего тела, атек, дисбаланс, увеличение веса, вялость – это зеркалирование, что происходит на вашем духовном пути. Вы слишком много взвалили на себя. Вы приварили слишком много лжи. Вы раздулись от давления и застряли в своих намерениях. Но я вымывание все, что не принадлежит. Да, я это сказал. Потому что это священная работа. И исцеление не всегда приятно. Но оно есть точка мощной. А в следующем разделе я расскажу вам подробнее. Я покажу вам чудо из моего слова, которое точно отражает вашу ситуацию. История, которую вы уже читали, но так и не поняли до конца. Потому что внутри него спрятана ключ к вашему трансформации. Но прежде чем мы перейдем к этому, остановитесь. Дышите. Вы не одиноки. Вы не сумасшедший. Вы не забыты. Ты называется, ты покрытый, и вы находитесь ее очищенные снутри наружу. Остаться со мной. Не смей сейчас уйти. Потому что чудо уже в движении. И в ближайшие несколько минут я покажу вам, как страдания одной женщины привели к сверхъестественным переменам в ее теле, духе и судьба. То, что случилось с ней, вот-вот случится с ты. Дитя, теперь я должен задать тебе несколько трудных вопросов. И я спрашиваю не для того, чтобы тебя пристыдить, а для того, чтобы разбудить тебя. Это не вопросы, которые нужно наказать, а вопросы, которые нужно задать, чтобы заставить вас правда, чтобы вытащить вас из тени борьбы с трудностями свет ясности. Когда вы перестали обращать на себя внимание? Когда ваш тело стал незнакомцем, с которым вы больше не общаетесь? Когда усталость перестала вас тревожить? Когда атек стал для вас нормой? Когда ваш дух начал шептать о помощи, и вы перестали его слушать? Дитя, ты не попала сюда за одну ночь. Нет, это началось не с внезапной болезни. Все началось с небольшой дрейф, едва заметное несоответствие. Пропущенная молитва. Отложенный отдых. Токсичная мысль, которой вы позволили задержаться. Молчаливая обида, которую вы не искоренили. Все началось с дисфункции, а не болезнь. А сдвиг в ритме. Забытая граница. Терпимая боль. И поскольку он не кричал, вы позволили ему остаться. Но я не позволю этому остаться. Это не твоя доля. Не наследование я говорил о твоем здоровье, которое никогда не было слабостью, усталостью, смятением. Я дал тебе. Тело для цель, а не наказание. Я создал тебя, чтобы ты жил божественная гармония, каждый орган в действии, каждая мысль в гармонии, каждое биение сердца связано с моим голосом. Но то, что когда-то было гармонией, стало дисбаланс. Медленно. Тихо. И поскольку никто этого не видел, вы решили, что оно маленькое. Но послушай меня, то, что мир называет это обычным, не означает, что я называю это так нормальной. То, что другие живут в состоянии выгорания, выживают на кофеине и терпят боль, не означает, что и вам следует поступать так же. Я не создал тебя для жизни в циклах истощения. Я не создавал твое тело для хранения травм, словно это склад забытых битв. Я не создавал твои гормоны для того, чтобы ими управлял страх. Я не помазал твой разум на пристрастие к отвлечениям. Дитя, это не дизайн, о котором я говорил тебе.
И вот теперь я вступаю в тишину вашего внутреннего дисбаланса и говорю: достаточно. Хватит притворяться. Хватит подавлять. Хватит медленного духовного голодания. Вы кормите свое тело хламом, свой разум шумит, а дух молчит, и удивляетесь, почему чувствуете себя опустошенным. Но я все это вижу. И я говорю сейчас: больше не надо. Я не оставлю это без внимания. Я не позволю это игнорировать. Я – Бог, видящий тайное. Я вижу невидимое воспаление, эмоциональный груз, перешедший в физическую форму переосмысления, которое теперь сформировало ваш гормональный ритм. Я вижу, как твой кишечник больше не впитывает покой, а перерабатывает тревогу. Я вижу, как твоя кровь разносит стресс 5-летней давности. Я вижу, как ты позволил горечи остаться в глубине души, и теперь она укоренилась в твоем теле. Но мое дитя, мои судна, мое священное творение, я не буду молча наблюдать. Я вмешиваюсь. Я вступаю. И на этот раз вмешательство не будет скрытым. На этот раз я буду обращаться к каждой клеточке вашего существа. Я призову каждую систему к гармонии. Я пробудлю то, что дремало. Я оживлю то, что было вялым. Я буду противостоять тому, что было пассивным. Я не позволю врагу украсть еще один день твоей жизни, здоровья, еще один час вашего ясность, еще одна капля твоей энергии. Это твое божественное прерывание. Вы понимаете, что происходит. Это усталость, которую вы чувствуете, не лень, она духовная. Эта боль в животе не случайна, она символический. Этот туман в голове не слабость, а тактика ведения войны. И враг думал, что ты никогда не усомнишься в этом. Он думал, что ты приспособишься. Он думал, что ты будешь отвлекаться достаточно долго, чтобы забыть, кто ты. Но сегодня я возвращаю тебя к истине твоего замысла. Тебе никогда не было суждено быть вне равновесия. Ваше тело не отказывает, оно взывает к порядку небес. И я – Бог, который приносит порядок из хаоса. Я приношу свет из тьмы. Я приношу поток, где была закупорка. Поэтому позвольте мне спросить еще раз, и на этот раз мне нужно ваше полное сердце. Когда вы начали верить, что дискомфорт – это ваша судьба? Когда ты перестал просить меня исцелить то, чего врачи не могли объяснить? Когда вы позволили функционированию заменить процветание? Когда вы позволили собственной боли стать невидимой для вас? Я знаю. Это происходило медленно. Ты просто пытался продолжать идти. Ты думал, что пробиваться вперед значит быть сильным. Ты думал, что терпеть боль значит быть зрелым. Но в моем царстве сила – это не молчание. В моем присутствии зрелость – это не оцепенение. Дитя, твоя осведомленность священна. И сегодня я его восстанавливаю. Больше никакого размытого видения собственного состояния. Больше никакой оторванности от собственного храма. Больше никаких задержек в вашем выздоровлении. Ни дисбаланс оканчивается здесь. Ни духовное молчание заканчивается здесь. Ни внутренняя война заканчивается здесь. Потому что я вмешался. И когда я вступаю, все должно измениться. Я создал ваше тело в идеальном порядке. Я написал код вашей ДНК. Я установил баланс ваших систем. Я настроил ваше дыхание в ритме с моим духом. И теперь я призываю его обратно. Я призываю вашу нервную систему к покою. Я призываю вашу иммунную систему к силе.
Я призываю ваши гормоны к равновесию. Я призываю ваше пищеварение к течению. Я призываю ваш разум к ясности. Я призываю ваш дух к выравниванию. Вы не созданы для жизни раздробленной. Вы не созданы для дисфункций. Вы призваны цельность. И я – бакцельность. Я не ремонтирую детали, я восстанавливаются. Так что перестаньте прятаться за выживанием. Перестаньте подчиняться дисбалансу. Перестаньте довольствоваться тем, чего я никогда не говорил. Сегодня я провозглашаю божественную перезагрузить над твоим существом. Но я спрашиваю вас сейчас, готовы ли вы войти в него? Готовы ли вы перестать оправдывать свою боль? Готовы ли вы противостоять лжи, которой вы себя кормите? Готовы ли вы встать и сказать: «Боже, я хочу то, для чего Ты меня создал»? Ибо если да, то услышь меня сейчас, и я открываю дверь. Дверь в исцеление, которое я уже обеспечил. Дверь в благословение я зарезервировал для вашего здоровья. Дверь в богатство благополучия не только финансового, но и физического, эмоционального и духовного. Ты не сломан настолько, что не подлежит ремонту. Ты перестраивается. Ваша боль не только прекратится, она станет свидетельством. Ваш дисбаланс не только будет исправлен, он станет вашим посланием. То, что вы считали слабостью, станет вашей слабостью оружия. И то, что ты скрыл от стыда, станет твоим сцена для славы. Поэтому я снова спрашиваю, вы готовы? Потому что в следующей части я проведу вас в библейское чудо, которое отражает вашу собственную ситуацию. Женщина, чья неуравновешенность сделала ее невидимой. Женщина, которая годами страдала в тишине. Но один миг божественного контакта все поменялась. Ее история – это не просто история. Это пророчество. И это скоро исполнится в «ты». Но сначала остановитесь. Позвольте своей душе прочувствовать этот момент. Пусть правда моего голоса прервет ритм вашего стресса. Пусть дух поговорите с дисбалансом, который пытаются определить вас. И позвольте мне сказать еще одно последнее слово, прежде чем мы двинемся дальше. Вы не должны приспосабливаться к дисфункции. Вы призваны ее разрушить. И я помогу вам сделать это, шаг за священным шагом. Оставайтесь. Не пропустите то, что будет дальше. Ключ к разгадке вот-вот откроется. Дитя, теперь, когда твой. Дух открыт. Теперь, когда ты позволил моему голосу пробудить то, что было погребено, я должен открыть нечто более глубокое. Это не догадки. Это не теория. Это диагноз не от человека, а от Бога. Вот что я увидел в потаенных уголках твоего тела. Вот что я знал задолго до того, как симптомы проявились на поверхности. Есть гормональный сдвиг, происходит внутри вас. Тонко, но очень важно. Это не ваше воображение. Это не недостаток дисциплины. Это не возраст. Нет, это результат многих лет молчаливого накопления стресса, растущего давления, эмоционального груза, хранящегося в каждой вашей клетке. Ваши надпочечники, маленькие, но сильные, находятся под постоянным давлением. И они устали. Не сломлены, но обременены. Твоя система так долго компенсировала это, дитя мое. Я вижу это. Ваше тело имеет перепроизводство, что должно было вспыхнуть только в редкие моменты. Ваш кортизол, ваш гормон стресса, льется рекой, когда ему положено быть ручьем. Ваша нервная система остается в состоянии боевой готовности, как будто опасность всегда присутствует. И поэтому ваше тело, защищаясь, начало экономить.
Оно начало накапливать. Оно начало магазин вместо высвобождения. Замедлить метаболизм. Удержать энергию. Препятствовать потере веса. Не потому, что он сломан, а потому, что он был в режим защиты слишком долго. Вы не настолько слабы, чтобы нуждаться в отдыхе. Вы не ленивы, если чувствуете усталость. Тебя не сломает жажда тишины. Вы переживаете то, что происходит, когда священный порядок вашего тела нарушается постоянным выживанием. И теперь я вступаю, не просто чтобы раскрыть, но чтобы восстановить. Я говорю баланс над вашим эстроген и прогестерон, я говорю о выравнивании вашего инсулин и кортизол. Я приказываю твоему щитовидное железо вернуться к заданному Богом ритму. Я заявляю твоему гипофизу: высвободи то, что должно быть высвободиться в божественное время. Ты – храм. И твои гормоны не случайны, они часть симфонии жизни организовал внутри тебя. Но вот правда, с которой вам теперь придется столкнуться, моральная дилемма, что мало кто когда-либо называл. Вы знали, что что-то не так, но вы предпочли оставаться занятыми вместо того, чтобы углубиться в это. Вы чувствовали, что ваше настроение меняется без причины. Вы видели, как ваш сон прерывается без причины. Вы боролись с аппетитом, переедали, потом не доедали, а потом вообще не ели, и называли это отсутствием воли. Но дело было не в вашей воле. Дело было всегда в ваших проводках. Дитя мое, ты не подвел, ваша нервная система не нашла себе покоя. И все же ты продолжал. Ты продолжал идти. Ты продолжал улыбаться. Ты продолжал работать. Ты продолжал служить. Ты даже продолжал молиться. Но мне нужно спросить вас, вы когда-нибудь молились, игнорируя свою боль? Просил ли ты когда-нибудь меня об одолжении, отрицая свою усталость? Вы когда-нибудь цитировали Писание о своем будущем, пренебрегая при этом храм я тебе дал? Вот дилемма, которую я вам сейчас ставлю. Выбор между двумя путями. Вы можете продолжать бороться, справляться и надеяться, что кто-то заметит, что вы истощены. Или вы можете позволить мне ввести вас в истинное выравнивание. Но чтобы идти в соответствии, вы должны отдать мне своедо, не только словами, но и привычки вы должны выйти за рамки представления. Вы должны начать уважать ваши собственные ограничения. Вы должны позволить себе отдохнуть без чувства вины. Потому что ребенок-отдых – это не слабость. Отдых – это поклонение. Я отдыхал на 7-й день не потому, что устал, а потому, что закончил работу. И вы тоже должны научиться прекратить стремиться. Это ключ. Дачта – это скрытый ключ. Это не очередная добавка. Не очередная программа тренировок. Не новый тренер, не новый план тренировок и не более строгая диета. Это твоя гормональная ось – ребенок. Невидимый ритм между вашим мозгом и телом. Божественный обмен между вашим гипоталамусом, надпочечниками, щитовидной железой, яичниками и яичками. Эти органы не машины, они министры вашего благополучия. Но они перегружены работой, недоедают и игнорируются. Потому что никто не учил тебя благословлять их. Никто не говорил тебе, что твоя эндокринная система – часть твоей наследования. Но я вам сейчас говорю, это привилегированные знания. Мало кто знает это. Еще меньше понимают это. Но я открываю это вам, потому что вы были избраны для большего выравнивания. Ты не просто исцеляешься, ты получаешь поручение. Потому что, когда я восстановлю тебя, ты понесешь это послание другим. Твое восстановление будет заразительным. Твоя ясность прервет циклы на протяжении поколений.
Но сначала я должен завершить то, что начал в тебе. А теперь послушайте меня. То, что вы называете гормональным всплеском, никогда не было недостатком. Это был освященный сигнал. Когда у тебя упал уровень эстрогена и изменилось настроение, я говорила. Когда твой сон исчез и пришла тревога, я шептала. Когда к тебе снова вернулась тяга и твое тело распухло, я взывала к тебе. И теперь я говорю это со священной настойчивостью, я не позволю этому продолжаться. Я не позволю дисбалансу стать идентичностью. Я не позволю усталости стать твоим фильтром. Я не позволю выгоранию стать вашим знаменем. Ты не ваш диагноз. Ты не ваш дисбаланс. Ты не ваш вес. Ты мой любимый, мой корабль, мой посланник, моя дочь, мой сын. И я верну вас к божественному порядку. Но доверяешь ли ты мне настолько, чтобы замедлиться? Доверишься ли ты мне настолько, чтобы измениться? Дашь ли ты мне место не только в твоем духе, но и в твоем расписании? Потому что исцеление не происходит в хаосе. Восстановление не происходит через отрицание. Чудеса рождаются в моменты тишины. И если ты останешься со мной, я поведу тебя в священная тишина. Ты снова научишься дышать. Ты снова научишься есть не от страха, а от покоя. Ты снова будешь спать не от усталости, а от отдыха. Ты снова будешь двигаться не из-за наказания, а от радости. И самые поврежденные системы вашего организма начнут реагировать. Потому что ваше тело знает мой голос. Ваши клетки помнят Эдем. Ваша ДНК распознает его точка-дизайнер. Но прежде чем это произойдет, я должен сказать вам еще кое-что. Вы спрашивали, что со мной не так? И я отвечал, ничего не случилось. Что-то не так, точка отсутствующей. Чего не хватало, так это гармония. И я Бог гармонии. Не тишина. Не подавление. Не хаос. Гармония. Баланс систем. Баланс отдыха и работы. Баланс мужской и женской энергии. Баланс молитвы и послушания. Баланс грации и дисциплины. Баланс вера и функция. И теперь я предлагаю это вам свободно. Не воинством. Не силою. Но моею дух. И если вы получите это, если вы верите тому, что я говорю, если вы чувствуете божественный резонанс в своем духе даже сейчас, затем подготовьте свое сердце, потому что дальше наступает поворотный момент. Чудо в моем слове, которое отражает вашу собственную борьбу. История 12 лет дисбаланса. Женщина, чьи гормоны, тело и достоинство были в дисгармонии. Она истекала кровью без конца. Она страдала молча. Ей поставили неправильный диагноз, с ней обращались неправильно и ее не понимали. Но одно прикосновение, только один, было достаточно, чтобы все повернуть вспять. И я покажу тебе, что это прикосновение значит для тебя. Ваше чудо ближе, чем вы думаете. Но теперь, дитя мое, пауза. Пусть ваш дух впитает эту истину. Вы не сломаны. Вы перестраиваетесь. И в следующий момент вы поймете, как один акт веры открывает дверь к вечному благословению. Остаться со мной. Потому что жатва уже близко. И ключ к его разблокировке уже в ваших руках. Вы, молившиеся об исцелении, взывавшие о помощи, надеявшиеся на сверхъестественный прорыв, слушайте внимательно. Вас не забыли. Вас не игнорируют.
Вас не наказывают. Вас готовят к полной трансформации, а целостное восстановление, которое течет из моего сердца в ваш дух, в вашу душу и, да, даже в ваше тело. Потому что я не просто Бог духовного исцеления. Я Бог целостности. Я восстанавливаю то, что не под силу ни одному врачу. Я исцеляю то, что не под силу ни одной таблетки. Но я также сотрудничаю с мудростью. Я работаю через процесс, через точность, через практические шаги. Вы взывали к чуду, и оно уже пришло в движение. Но послушай меня, дитя, мои чудеса не всегда внезапны. Мои благословения не всегда громоподобны, иногда я исцеляюсь процессом. Иногда я исцеляюсь партнерством. Иногда ответ кроется не только в молитве, но и в послушании. В назначении встречи. В ответственности. В мудрости, и вот здесь ты не должен противиться мне. Слишком долго некоторые из моих людей одухотворяли то, что я пытался персонализировать, ты отделил физическое от духовного, словно твое тело было вне моего завета. Но я соткал тебя в чреве матери твоей. Каждая клетка, каждый нерв, каждая система были мой дизайн. Поэтому, когда я говорю о избыток, речь идет не только о деньги или возможность, речь идет о энергии, жизненной силе, ясность ума и священная дисциплина. Не обманывайтесь, у вашего истощения есть корень. У вашей болезни есть сигналы. У вашего промедления есть причина. Вы не сможете быстро избавиться от того, чему я пытался вас научить через управление. Вы не сможете отмолить то, что я задумал быть партнерство между небом и землей. Ты игнорировал мои подсказки проверить кровь, пересмотреть свой рацион, дать отдохнуть разуму, простить свою душу, замедлить темп, очистить сердце. Потому что я не только Бог сверхъестественного, я Бог структура, из заказ, из божественное равновесие. Я приношу восстановление изнутри. Это усталость, которую вы чувствуете. Она не только эмоциональная. Это туман в вашем разуме. Это не только духовная борьба. Это боль в спине. Это тяжесть в груди. Стесненное дыхание. Их не стоит бояться, но нужно понять. Это те самые сигналы, ташипоты, мягкие красные флаги, которые я допускаю, чтобы ты потом не упал в обморок. Я тебя не наказываю. И сохраняю тебя. Но больше медлить нельзя. Некоторые из вас молятся о новом сезоне, но несут тело, которое не может выдержать тиража «Я сейчас налью», как я могу отдать миллионы тому, кто не может бодрствовать целый день, как я могу открыть двери служения, из бизнеса, из родительства, если ты игнорируешь средства, несущие твою судьбу? Я говорю тебе это не в гневе, а в святой настойчивости. Не бойтесь встреч, которых вы избежали. Не отменяйте консультации, на которые я вас наказывал. Да, я исцеляю. Да, я творю чудеса. Но я также дал мудрость врачам, проницательность специалистам, глаза техникам, точность лаборантам, которые откроют то, что было скрыто. Я дал им навыки. Я дал им инструменты. Потому что я люблю тебя настолько, что не оставляю ничего нетронутым. Некоторые из вас ждут, когда небесный огонь коснется вас, когда первое чудо в стакане воды, который ты не пьешь. В прогулке, которую ты отказываешься совершить. В травме, которую ты отказываешься пережить. В Сахаре, которому ты не можешь сказать «нет». В горечи, которая отравляет твою печень, гормоны, сердце. И ты говоришь: «Боже, почему мне все еще плохо?» А я отвечаю: «Потому что ты не стал со мной соучастником в исцелении. Ты лишь умолял меня о побеге. Мое исцеление не случайно.
Мое исцеление преднамеренный. И я исцеляю твое всесущество. Я недоволен тем, что ты помазан, но болен. Одарен, но сломлен. Использован мной, но медленно умирает внутри. Да, я хочу, чтобы твой дух был жив. Но я хочу, чтобы ты душа чистая, и ваше тело сильное не из тщеславия, не из гордости, а из-за цель. Для наследия. Для война. Вам нужны силы для того, что впереди. Дитя мое, я приглашаю тебя сегодня. Верните свое тело как святую землю, верните себе время как священное пространство. Возьмите свое здоровье под контроль не как бремя, а как акт ответственности. Квера, у вас есть судьба, и ее должен нести сосуд, который весь не идеален, но исцелен, не безупречен, но функционирует, не непобедим, но восстановлен. Не откладывайте. Позвоните специалисту. Запишитесь на терапию. Пройдите тест. Начните детоксикацию. Дайте отдохнуть разуму. Отключитесь на мгновение. Ешьте то, что дает жизнь. Читайте то, что питает ваш дух. Больше смейтесь. Быстро прощайте. Спите крепко. Все это духовная война. Все это вера в действие. Это ваш сезон выравнивания. Не только деньги. Не только прорыв. На полное исцеление. Дух, душа и тело под моим покровом. Мое слово – твое основание. Моя мудрость – твоя карта. Мое присутствие – твое восстановление, но ваше участие – это ваше послушание. А теперь послушайте это обещание. Если вы сделаете шаг, я встречу вас благосклонно, и если ты будешь действовать мудро, я ускорю то, что было отложено. Если ты раскаешься в том, как плохо ты обращался с храмом, который я тебе дал, я дам тебе новое начало. Ты будешь дышать глубже, думать яснее, жить дольше и нести больше. Потому что я Бог, который не тратит чудеса на временные преобразования. Я делаю в тебе нечто вечное. Я знаю, это страшно. Я знаю, это кажется невыносимым. Но услышь мой голос, ты не один. Я с тобой в больничной палате. Я с тобой, когда ты читаешь результаты анализов. Я с тобой, когда ты выйдешь в клинику. Я буду с тобой в плане исцеления. Я помажу руки человека, которого я приготовил, чтобы помочь тебе. И я восстановлю то, что враг пытался разрушить. Но теперь ты должен действовать. Как вы молитесь, так и планируйте. Как вы верите, так и ведите себя. Потому что чудо не только на небе, оно в твоем выборе. Оно в твоих привычках. Оно в храме, который ты несешь. А теперь я задам вам такой вопрос. Какую одну вещь из моих просьб ты отложил для своего здоровья? Какое исцеление вы отложили, одухотворяя то, за что вам нужно было взять на себя ответственность? Какую встречу, какое изменение, какой сдвиг вам, наконец, придется осуществить не завтра, не на следующей неделе, а сейчас? Оставьте комментарий ниже со словом «исцелен», если вы получили это слово сегодня. Не потому, что вы сразу стали идеальными, а потому, что вы наконец-то выровнялись. Потому что вы наконец-то бодрствующий. Потому что ты наконец-то сдаешь свое цельное «я» моему плану. Дух, душа, тело, все мое. Все зажили. Все восстановлено. И помните, я благословляю не просто часть тебя. Я благословляю всего тебя.
Я благословляю твой дух радостью, твою душу миром и твое тело жизнью, ибо ты мой избранный сосуд, и я не позволю тебе нести твое наследие в сосуде разбитом. Вы не отстаете. Вы не опоздали. Вы как раз вовремя для своего полного исцеления. Теперь комментарий «исцелен» запечатлеть это слово верой. И позвольте мне начать этот процесс с вами. Ты снова поднимешься. Сильнее, чем прежде. Потому что мое исцеление свято, и оно направлено к тебе. Я, Господь, Бог твой, и я не лгу. Я не медлю без цели. Я не говорю без исполнения. Что постановляю, то и исполняю. И сегодня мой голос гремит над твоей жизнью. Несомненная окончательность к этот месяц, переломный момент, да, именно в этом месяце. Не в следующем году. Не в следующем сезоне, сейчас. В эти самые недели. В эти самые дни я делаю то, что изменит твою траекторию тела и душа постоянно и мощно. Ты плакал. Ты ждал. Ты сражался в битвах, которых никто не видел. Но теперь завет отмены вступила в силу. Это ваш момент полное возрождение из-за сверхъестественная перезагрузка систем вашего тела и разума, возвращающихся к порядок Эдема, божественному равновесию, которое я установил до того, как грех, болезнь, стресс или саботаж когда-либо вошли в вашу историю. Я рассеиваю туман. Это облако смятения, которое затрудняло принятие решений, это духовная тяжесть, которая делала радость чуждой, это ментальная тяжесть, которая притупляла зрение, я поднимаю его сейчас. Как утренний туман, сожженный восходящим солнцем, ясность приходит в ваши глаза. Для вашего ума и для вашего сердца ты будешь знать, что делать. Ты будешь знать, куда идти. Ты будешь знать, где остановиться и с чего начать. Смятение было не твоим, оно было оружием отвлечения. Но я заглушаю каждый голос, который не мой. Я восстанавливаю то, что враг пытался разрушить. Ваша эндокринная система выравнивается. Ваши гормоны возвращаются в состояние покоя. Ваша иммунная система обретает божественную силу. Твоя кровь будет свидетельством моего равновесия. Ваши органы начнут функционировать так, как я изначально задумал. Да, я сейчас так говорю. Ваше поджелудочное железо будет функционировать как надо. Ваша печень восстановится. Ваша репродуктивная система придет в божественный порядок. Слишком долго вы называли духовное просто эмоциями. Слишком долго вы принимали боль как должное. Но я заявляю о полном отказе, вплоть до клеток, вплоть до химических веществ, вплоть до корней. Это не только физическое, ваши эмоции тоже возрождаются. Та радость, которую вы потеряли много лет назад, она возрождается. Та нежность, которую ты похоронил в режиме выживания, она возвращается. Тот покой, который казался недостижимым, я сейчас вселяю его в тебя. Потому что я не просто исцеляю ваше тело, я возрождаю вашу душу. Я восстанавливаю священный ритм вашего духа. Где однажды ты проснулся, страшась наступившего дня, ты теперь поднимешься с хвалой. Где ты привык заглушать свою боль, теперь вы будете течь в проницательности и благодати. Где тревога раньше душила твое дыхание, теперь вы будете дышать свободно, полно и глубоко. Да, это священный переворот. Это невоображаемое. Это не временное явление, это я делаю. Это месяц, когда болезнь превращается в силу. Это месяц, когда промедление превращается в судьбу. Это месяц, когда травма становится свидетельством. Это месяц, когда то, что застряло, снова начинает двигаться.
Я вдыхаю жизнь в мертвые рутины. Я поджигаю холодные уголки твоего сердца. Я стряхиваю пыль с запертых тобою снов. Вы не просто исцелитесь, вы будете возрожденные, так и пламя призыва, то огонь цели, то помазание изобилия, они снова растут. Не в следующем году, в этом месяце. Я меняю твою химию. Я перенаправляю твои желания. Я перестраиваю твои мысли. Вы будете жаждать того, что дарует жизнь. Вы будете жаждать того, что благословляет ваше тело. Привычки, которые вы считали постоянными зависимостями, я их сейчас разобью, вы вспомните этот месяц, как изменился ваш аппетит. Ваши ритмы изменились. Ваши привычки изменились. Не потому, что вы набрались сил, а потому, что я излил благодать. И моей благодати достаточно. Я восстанавливаю твою нервную систему. Я успокаиваю твой кортизол. Я избавляю тебя от бессонницы. Я прекращаю твои приступы паники. Дитя, послушай, ты не сумасшедший. Ты не сломан настолько, что его невозможно починить. Ты в руках целителя, и я не лечу симптомы. Я иду к корень. Эту травму, что засела в твоих тканях, я растворяю. Эту ложь, в которую ты верил с детства, я переписываю ее. Эти молчаливые страдания, которые никто не осознавал, я искупаю. Это не просто момент исцеления. Это месяц исцеления. Это месяц метаморфоз. Это месяц ощутимых изменений. Отметьте это в календаре. Запишите это в свой дневник. Смена начинается сейчас. Ваше тело подтвердит это. Ваши эмоции отзовутся. Ваш выбор будет соответствовать этому. Я сказал, что уничтожу то, что враг тайно подбросил, и я имел это в виду. Я обращаю вспять аутоиммунные паттерны. Я обращаю вспять циклы усталости. Я обращаю вспять наследственное воспаление. Я преодолеваю духовный застой. Я устраняю унаследованные нарушения, как физические, так и эмоциональные. Потому что это касается не только вас. Речь идет о наследстве, которое вы передадите по наследству. Исцеленный род. Восстановленное генеалогическое древо. Свидетельство целостности, которое дойдет до ваших детей, вашего сообщества и каждого назначения, связанного с вашим именем. Я делаю это не потому, что вы этого заслужили, а потому, что я это обещал. Я верен своему завету. Я верен своему слову. Я верен семени веры, которые ты осмелился посеять в своей боли. И теперь я призываю вас снова поверить. Раскрыть объятия, чтобы укрепить вашу веру. Смотреть в зеркало и говорить о жизни. Скажите это мой месяц возрождения. Это мое время перемен. Это мой сезон исцеления. И я буду идти по нему полноправно, свободно и бесстрашно. И, дитя мое, если ты сомневаешься, помни, мое слово никогда не возвращается тщетным. Мое обещание не теория, а траектория. Когда я объявляю о переменах, вся земля приходит в соответствие с моей волей. Так что будьте начеку, хорошие новости. Лучший отчет. Неожиданная связь. Внезапное освобождение чего-то застрявшего. Нежное возвращение твоей улыбки. Легкость в теле, когда вы просыпаетесь. Стремление к лучшему. Стремление к здоровью. Новое видение жизни. Это божественный переворот. Это исцеление на уровне завета.
Это священное преобразование. И это не только духовное. Это физическое явление. Это эмоционально. Это практично. Это происходит ежедневно. Это надолго. Это здесь. Я, Господь, твой целитель. Я тот, кто восстановит то, что пожрала саранча. Я тот, кто вдыхает жизнь в сухие кости. Я тот, кто превращает траур в танец. Я тот, кто открывает глаза слепым, как в теле, так и в сердце. И я делаю это для вас. Прямо сейчас. В этом месяце. Прими это. Провозгласи это. Ходи в этом. Ваше возрождение не придет, оно уже пришло. И как я и обещал вначале, теперь твоя очередь. Пусть это отзовется эхом. Пусть это повторится. Пусть это глубоко укоренится в твоей душе. Потому что все, что я обещал сделать, я делаю. Теперь оставьте комментарий ниже. Это мой месяц. Пусть и небеса, и ад увидят ваше согласие. Пусть ваши слова предсказывают перемены. Пусть ваша душа откликнется верой. Это момент вашего полного возрождения. Тело, душа, судьба, завет, благословение, наследование. Запечатано в моем обещании. Подписано моим словом. И активируется вашей верой. Этот месяц не просто еще одна страница. Это облако, которое меняет всю историю. Добро пожаловать в ваш божественный переворот. Иди по ней, дитя мое. Она твоя. Это не мотивационное сообщение, это небесное выравнивание, это мое слово о вашем месяце, и я исполню его. Я не просто возвращаю к жизни ваше тело и душу ради минутного облегчения. Я возвращаю вас к жизни, ритмы жизни завета. Святой образ жизни. Преображенная личность, потому что ты мой, не чужак. Не случайный голос в толпе, ты, мое дитя. Мой сосуд. Мой возлюбленный. Мой избранник. И теперь, когда я начал эту работу в тебе, я не оставлю тебя поддерживать ее в одиночестве, я пойду с тобой. Я отправлю внешнее подтверждение. Я пошлю божественное назначение. В этом месяце будьте внимательны. Слушайте внимательно. Вы получите неожиданные сообщения, легкие подталкивания, добрые слова от незнакомцев, необычное ободрение и даже стих от человека, который не знал вашей ситуации, но я знал, это не совпадение. Это проявление моего милосердия, это мой способ сказать «держитесь курса». Продолжайте в том же духе. Вы не одиноки. И ты поймешь, что это я, потому что подтверждение найдет тебя именно там, где ты испытывал трудности. Когда ты почувствуешь искушение снова поддаться страху, я пошлю тебе слово, которое даст тебе опору. Когда твоя энергия упадет, я напомню тебе об обещаниях, которые я заложил в твое тело. Когда твои эмоции колеблются, я наполню тебя покоем, превосходящим всякое понимание, потому что я возрождаю тебя день за днем не просто волной силы, а потоком постоянного милосердия. Итак, дитя мое, приближаясь к завершению этого святого послания, я должен наставить тебя: не возвращайтесь к прежнему темпу. Не возвращайтесь к старому бремени. Не возвращайтесь к тому, от чего я вас только что освободил. Этоновый стандарт. Этоновый уровень ответственности. Это священное доверие между мной и тобой. Установите свой границы как поклонение. Берегите свой спать как оружие. Уважайте ваш тела как святилище. Выберите свои отношения с мудростью.
Насытите свой день молитва, цель и мир. Это твой план технического обслуживания, но это нечто большее. Это ваша идентичность, сейчас ты не тот, кем был до этого слова. Ты не больной. Ты не сбитый с толку. Ты не побежденный, ты исцелен. Ты выровнен. Ты избран. Ты мой. Пусть это будет месяц, когда вы вырабатываете привычки, связанные с вашим исцелением. Не просто чувствуй себя другим, жить по-другому. Ешьте как человек, готовящийся к судьбе. Говорите как человек, освободившийся от тьмы. Поступай так, как будто получил обещание. Отдыхай, как тот, кто полностью доверяет мне. И теперь, когда вы начинаете эту неделю, этот месяц с этим словом, запечатанным в вашем сердце, я также введу вас в божественные выравнивания. Люди, чье присутствие исцеляет. Люди, несущие мудрость для вашего следующего шуга. Наставники. Союзники. Подтверждения. Беседы, которые меняют ваш путь. Я направлю ваши шаги с благосклонностью и ясностью. Тебе не нужно силой принимать то, что исходит от меня. Двери откроются с миром. Приглашения придут с подтверждением. Стратегии будут реализовываться без усилий. Потому что это возрождение не ваше дело, а мое. И я его начал. И я его завершаю. И я не остановлюсь, пока вы полностью не будете ходить в изобилии, о котором я говорил. Теперь я прошу вас, запечатай этот момент в вере. Если это слово нашло вас, если вы почувствовали, что Бог говорит прямо в вашу жизнь сегодня, я хочу, чтобы вы прямо сейчас прокомментировали «Я возрожден». Пусть ваше соглашение станет публичным заявлением. Пусть ваши слова станут мемориальный камень этого момента. Потому что вера должна иметь голос. И это ваш момент обратиться к небесам и сказать «Да, Господь». Я принимаю это. Пишите смело «Я возрожден». И если вы еще не подписались на этот канал, сделай это сейчас, не как жест, а как шаг послушания. Ведь то, что Бог начал в этом видео, Он продолжит в следующем. Есть больше слов, более откровения, более ключи, которую я готов выпустить через это самое пространство. И если вы останетесь на связи, вы войдете в полноту того, что я обещал. Подпишитесь сейчас. Оставайтесь рядом. Оставайтесь сытыми. Потому что я веду вас от веры к вере, от силы к силе и от славы к славе. Вы не просто исцелены. Ты возрожденный. Вы не просто изменились. Ты введен в эксплуатацию. Вы не просто восстановились. Теперь ты носитель моего завета. И, дитя, запомни это навсегда. Я освежаю тебя. Я оживляю тебя. Я запечатываю тебя. Не из-за вашей работы, а потому что ты моя. Вы являетесь частью избранный остаток, поколения людей, которые не только исцелятся, но и весь. Не только доставлено, но и оборудовано. Не просто тронуты, а преобразованы. И теперь я отпускаю вас в этот месяц с моим благословением. Идите смело. Отдыхайте глубоко. Доверяйте полностью. Потому что сдвиг уже начался. Это мое слово. И я его исполню. Теперь прокомментируйте ниже «Я возрожден». И подписывайтесь, чтобы вместе мы смогли прийти к следующему откровению. Твое исцеление свято. Твой путь священ. Твоя судьба неизменна. Увидимся в следующем слове. До тех пор оставайтесь в присутствии, оставайтесь в обещании, оставайтесь в процессе. Потому что ты мой. И я никогда тебя не отпущу.